Доброго времени суток. На вопросы по Handy постараюсь ответить. Какие вопросы поступали, какую модель я использую и в результате хорошо ли распознает или плохо распознает. Я пользовался, буквально 2 дня. В начале, когда я записал вам видео, я был в восторге от этой программы, и она работала корректно. Я вначале сидел на Parakeet V3, потом переключился на Whisper Large, и здесь у меня были еще дополнительные настройки. Здесь в дополнительных настройках я смотрел, что неправильно распознается, и я добавил эти слова сюда, то есть вот custom words сюда можно прописывать. 2 слова сюда не принимается, но можно по одному слову сюда вот добавлять. Я это делал, и если похоже звучит, то он уже подставляет какое-то из этих слов. Мне это понравилось. По настройкам модели выбирал ли я язык. Там в настройках сказано, что, да, вот она модель, что язык надо ставить all languages, чтобы он одновременно мог подхватывать и русский язык, и слова, которые говорятся на английском языке. Вот у меня 2 эти модельки установлены. Изначально вот этот вот Whisper, он как бы работал идеально, и учитывая то, что у меня на запись экрана уходит достаточно много ресурсов, то есть это где-то 84% GPU, выделенной видеокарты уходит на видеозапись, то я думал, что как-то, когда я не буду записывать видеозапись, и когда буду просто работать сам, то Whisper будет работать еще быстрее. По факту он работал как-то медленнее, и я был вообще вынужден от него отказаться. То есть там рендер по нему происходил где-то, да я не знаю, секунд 40, наверное. То есть я ждал, пока появится текст. Бывало даже дольше минуты. Я надиктовываю длинные такие сессии. Так... Да, то есть вот Сергей Сергеевич О5Ю не понял, какую модель все-таки ты выбрал. Получается, полностью отказался от Handy и перешел на надиктовку GPT-чатом, потому что GPT-чат не забирает ресурсов моего компьютера и работает быстрее. Но сегодня мы это сравним. Сегодня у нас будет сравнение, что работает лучше и что распознает лучше. То есть мы сегодня сравним Whisper Large, Parakeet V3 и ChatGPT. Посмотрим, насколько это загружает систему, и посмотрим на результаты распознавания. Так, посмотрим наш файл temp, он пустой. Для записи я буду использовать мобильный телефон. Я просто надиктую какую-то длинную запись. Вот давайте сейчас начнем. Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать разным моделям Handy для того, чтобы была чистота эксперимента и чтобы нельзя было сказать, что эксперимент нечистый. Я буду мобильный телефон держать у себя на животе, чтобы одинаковое было удаление от микрофона, и буду воспроизводить именно сам звук и голос с микрофона, и мы будем засекать, какая скорость появления результата в секундах, и если сравнивать, допустим, между GPT-чатом и если сравнивать между
Handy, да, Handy называется, да. А я обычно диктую вот такие вот длинные развернутые сессии, чтобы искусственный интеллект понимал контекст моего ответа и чтобы лучше веб-кодить. То есть я ему даю не короткий ответ, а даю ответ, объясняю, почему я так, как мы пришли к этому, и, может быть, это является компромиссом, это не то на 100%, что я хочу и что в идеале хотелось бы. Поэтому вот мы на минуту записали вот этот вот текст. Получилось на минуту 20. Я сохраняю этот файл. И сейчас я тогда его попытаюсь одновременно запустить сразу для Handy. Ну, давайте просто потестируем, насколько правильно запускается Handy. Я сейчас включу трансляцию мышки и трансляцию клавиатуры, чтобы вы видели, когда я запустил Ctrl-Shift-P, Ctrl-Shift плюс, и вот появился такой вот значочек ухо слушающее и вот такие вот звуковые волны. И я так понимаю, что когда я отпущу, то вот здесь вот появится уже какая-то информация. И мы сейчас уже просто ожидаем. Что у нас по времени? Давайте мы... Так, по-моему, клок надо делать для того, чтобы это хорошо работало. И, наверное, мы будем думать, что 5 минут это вполне достаточно для того, чтобы была какая-то отметка. Видите, я пропустил тот момент, когда он был до конца готов, и я клацал по разным вкладкам. И, кстати, Ctrl-V, может быть, будет работать. Нет, Ctrl-V не работает. То есть он сам программно использует вставку Ctrl-V, но он не записывает себя в буфер, а временно туда себя закидывает, чтобы записать. И вот еще один глюк получается. То есть я не могу использовать ту же комбинацию клавиш, чтобы просто куда-то вставить. То есть если я потом еще бродил, и хочу сюда вставить, то это невозможно. Но я зато могу зайти в сам Handy, зайти в историю распознавания, и этот текст будет там. Ну, я сейчас туда переходить не буду, потому что там еще мои личные данные, которые я надиктовал. Но вообще это удобная функция. Можно зайти в History, скопировать вручную то, что вы надиктовали, это не теряется, и вставить сюда принудительно. Так, теперь давайте проводить эксперимент. Вначале мы запустим, ну давайте тот же самый Whisper Large. И чтобы это было наглядно, мы его запустим. И запустим еще GPT-чат. Это сделаем вот так вот. Так. За что бы тут так потянуть, чтобы оно потянулось? Не могу... Ну ладно, тогда мы сделаем вот так вот в отдельное окно. И уже это мы сможем куда-то потянуть, потому что оно такое вот маленькое. Хорошо. То есть вот это у нас маленькое такое окошечко GPT. И оба нас слушают. И будем смотреть, когда появится здесь отрендеренная, готовая надпись. Я вот так вот закрою, чтобы было понятно, что мы работаем только с этой моделькой сейчас. И, если я тыкаю сюда, то они уже уходят оттуда. Давайте будем делать честный эксперимент. Сюда, значит, вставит сразу Whisper, Handy, а сюда вставит GPT-чат. Эксперимент пошел. Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать. Стоп, я не нажал у GPT отслеживать, так что я это сбрасываю, отматываю на самое начало и запускаю сразу оба. Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать разным моделям Handy для того, чтобы была чистота эксперимента и чтобы нельзя было сказать, что эксперимент нечистый. Я буду мобильный телефон держать у себя
на животе, чтобы одинаковое было удаление от микрофона, и буду воспроизводить именно сам звук и голос микрофона, и мы будем засекать, какая скорость появления результата в секундах, и если сравнивать, допустим, между GPT-чатом и если сравнивать между Handy, да, Handy называется, да. Я обычно диктую вот такие вот длинные развернутые сессии, чтобы искусственный интеллект понимал контекст моего ответа и чтобы лучше веб-кодить. То есть я ему даю не короткий ответ, а даю ответ, объясняю, почему я так, как мы пришли к этому, и, может быть, это является компромиссом, это не то на 100%, что я хочу и что в идеале хотелось бы. Поэтому вот мы на минуту записали вот этот вот текст. Разница получается в 6 секунд. Вы видели, что когда текст уже появился в GPT, то еще текста в Handy не было. Поэтому мы теперь копируем сюда. И мы еще сделаем то же самое с второй моделью. Это будет Hand... Как она тут называется? Parakeet V3. V3. И ему тоже надиктуем то же самое. И я думаю, тоже сравним, какая скорость по распознаванию. Ну, тут показывает, что точность высокая, но низкая скорость, а здесь вроде бы скорость выше. Но на самом деле скорость у Handy сейчас, когда я веду видеозапись с вами, она идеальная. То есть если бы так быстро все происходило, там буквально в течение 10 секунд, я бы пользовался этой программой. Я не знаю, может быть, я запустил слишком как-то много всяких агентов, и у меня параллельно работало там где-то 6 или 8 агентов, и они сами забирали на себя большое количество ресурсов. Причем, знаете, вот таких вот разрозненных, что каждый пускает свой поток информации, и в том числе у меня видеокарта была загружена Linux, потому что часть разработки по мобильным приложениям, которые я делал, там работало, наверное, 3 агента, то они работают через Ubuntu, Linux, Ubuntu, LS2 из-под Windows, да, то есть там тоже вот у меня оно сжирало 23% видеокарты, и, может быть, как-то эти процессы фоновых агентов, которые у меня были, когда я запись вроде бы и не вел, и видюха вроде бы была свободна на 77%, то очень отвратно работал Whisper Large. Я ждал, где-то минуту, пока вот отрендерит вот такую вот минутную запись. Окей, я считал важным это вам сказать. Вот теперь мы давайте еще оттестируем эту же запись с другой моделькой. Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать разным моделям Handy, для того, чтобы была чистота эксперимента, и чтобы нельзя было сказать, что эксперимент нечистый. Я буду мобильный телефон держать у себя на животе, чтобы одинаковое было удаление от микрофона, и буду воспроизводить именно сам звук и голос микрофона, и мы будем засекать, какая скорость появления результата в секундах, и если сравнивать, допустим, между GPT-чатом и если сравнивать между
Handy, да, Handy называется, да. Я обычно диктую вот такие вот длинные развернутые сессии, чтобы искусственный интеллект понимал контекст моего ответа и чтобы лучше веб-кодить. То есть я ему даю не короткий ответ, даю ответ, объясняю, почему я так, как мы пришли к этому, и, может быть, это является компромиссом, это не то на 100%, что я хочу и что в идеале хотелось бы. Поэтому вот мы на минуту записали вот этот вот текст. Ну, результат очень хороший, то есть здесь справился на 4 секунды на 4 секунды позже GPT, и я вам скажу, что распознавание, ну, очень хорошее. То есть, если там кто-то говорил о том, что плохое распознавание, я не могу этого подтвердить. Распознавание голоса очень хорошее. Вот мы сравниваем буквально побуквенно, посимвольно с GPT-хой, и я не могу сказать, что что-то там, допустим, провалилось. Давайте возьмем и загоним это на проверку. Кто лучше распознал голос и сделал это более точно? Получается, что не распознал Handy? Handy не распознал мои повторения. То есть, когда я там что-то начинаю быстро говорить о том, что какие-то воспоминания были, самый чистый, связанный и грамматически правильный, почти как ГП, но 1-2 мелких ошибок. Hand, VL в целом понял смысл, но потерял часть базы. Да, Handy называется, да, и есть менее точные обороты, очень много грубых замен, замердж, покрыл, попросил, мердж вместо нормальных слов. Ага, ну вот вам как бы и... давайте проверим, что это такое вообще. Вот у нас все эти файлы. Запись. То есть Handy PV3, он подтягивает из вот этих вот моих настроек, если чего-то не доуслышал или недопонял, он подтягивает вот эти вот слова, но он подтягивает их неправильно. То есть какой вывод у нас может быть? Первое. GPT не грузит ресурсы вашего компьютера. Ну, наверное, было бы вам еще интересно, как сильно нагружается мой процессор. Ну, давайте. Хотя, если оно так быстро уже от рендера распозналось, то оно, считайте, ничего не грузит. И оно загружало, ну, максимум 20% моих ресурсов. Хорошо, в общем, рейтинг. GPT-чат быстрее всего распознает и наиболее правильно. Handy, вот этот вот какой-то модель Whisper Large, ну, фактически никак не отличается от GPT. То есть я там, когда отсылку к прошлому делал, очень быстро надиктовал, и Handy это не услышала, но все остальное... как это, канву разговора он уловил. Если говорить про паракет V3, то его я не рекомендую к использованию. Handy и Whisper Large рекомендую к использованию, оттестировали, они молодцы. Давайте теперь посмотрим на ресурсоемкость. Сейчас мы смотрим на... мы меняли модель? Я не помню, вот это мы меняли или она же была? Вроде бы меняли, да? Окей. Она сама как-то...
поднимается вверх, та, которую мы используем. Давайте посмотрим, какие ресурсы компьютера загружаются. То есть вот ресурсы компьютера, и конкретно по Handy мы посмотрим, что и как. Вот в разрезе на разные эти штуки. Так, как бы это сделать? Наверное, надо прямо здесь запускать и смотреть, что будет, а вот эту штуку сделать маленькой где-то сбоку, чтобы туда уже как-то результат просто подвставился. Окей. А это мы работаем на модельке, которая у нас Paraket V3. Смотрим, какие ресурсы будут у Handy задействованы. Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать разным моделям Handy, для того, чтобы была чистота эксперимента, и чтобы нельзя было сказать, что эксперимент нечистый. Я буду мобильный телефон держать у себя на животе, чтобы одинаковое было удаление от микрофона, и буду воспроизводить именно сам звук и голос микрофона, и мы будем засекать, какая скорость появления результата в секундах. И если сравнивать, допустим, между GPT-чатом и если сравнивать между Handy, да, Handy называется, да. Я обычно диктую вот такие вот длинные развернутые сессии, чтобы искусственный интеллект понимал контекст моего ответа, и чтобы лучше веб-кодить. То есть я ему даю не короткий ответ, а даю ответ, объясняю, почему я так, как мы пришли к этому, и, может быть, это является компромиссом, это не то на 100%, что я хочу, и что в идеале хотелось бы. Поэтому вот мы на минуту записали вот этот вот текст. Сейчас начался рендер. Загружается центральный процессор на 25, 22 и готово. Теперь что происходит? Давайте то же самое посмотрим на Whisper Large. То есть Whisper Large у нас должен работать уже на GPU. И сделаем тот же самый эксперимент. Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать разным моделям Handy, для того, чтобы была чистота эксперимента, и чтобы нельзя было сказать, что эксперимент нечистый. Я буду мобильный телефон держать у себя на животе, чтобы одинаковое было удаление от микрофона, и буду воспроизводить именно сам звук и голос микрофона, и мы будем засекать, какая скорость появления результата в секундах. И если сравнивать, допустим, между GPT-чатом и если сравнивать между Handy, да, Handy называется, да. Я обычно диктую вот такие вот длинные развернутые сессии, чтобы искусственный интеллект понимал контекст моего ответа, и чтобы лучше веб-кодить. То есть я ему даю не короткий ответ, а даю ответ, объясняю, почему я так, как мы пришли к этому, и, может быть, это является компромиссом, это не то на 100%, что я хочу, и что в идеале хотелось бы. Поэтому вот мы на минуту записали вот этот вот текст. Так, и здесь погнала загружаться GPU-ха. Я не понимаю, как она может загрузить на 50%, если 85% уже занято. Я не понимаю, как это теоретически, фактически возможно. Давайте переключимся на саму видеокарту. Может быть, он разные моменты загружает. Тут вот видите, разные есть моменты, что можно загружать.
Давайте еще здесь посмотрим, да, что здесь получилось. Я просто надиктую какую-то длинную запись, которую я потом одновременно буду транслировать разным моделям Handy для того, чтобы была чистота эксперимента и чтобы нельзя было сказать, что эксперимент нечистый. Я буду мобильный телефон держать у себя на животе, чтобы одинаковое было удаление от микрофона, и буду воспроизводить именно сам звук и голос микрофона, и мы будем засекать, какая скорость появления результата в секундах. И если сравнивать, допустим, между GPT-чатом и если сравнивать между Handy, да, Handy называется, да. Я обычно диктую вот такие вот длинные развернутые сессии, чтобы искусственный интеллект понимал контекст моего ответа и чтобы лучше веб-кодить. То есть я ему даю не короткий ответ, даю ответ, объясняю, почему я так, как мы пришли к этому, и, может быть, это является компромиссом, это не то на 100%, что я хочу и что в идеале хотелось бы. Поэтому вот мы на минуту записали вот этот вот текст. Сейчас идем в монитор ресурсов и смотрим, что из видеокарты загружается. То есть пошла транскрипция. И здесь я вижу те же самые показатели, то есть видеокарта как-то особо не загружается. Но я не увидел, чтобы здесь какое-то изменение происходило в ресурсах. GPU 1 загружается, то есть получается GPU интеловская загружается, а не выделенная. Видимо, так. Да, получается, значит, так. Значит, я не уследил, что тут было GPU 1, наверное, написано. Но сейчас написано GPU 0. А GPU 0 это у нас кто? Это выделенная. Я не увидел тут каких-то скачков. В общем, я не могу понять, на каких ресурсах оно выполняет. А когда я не вел видеозапись, то она явно загружала там мою видеокарту на 90% для распознавания. И в том числе, что я еще заметил по Handy, ну, конечно, не хочется там тень бросать на приложение, но у меня были моменты, когда Handy вообще не записывал голос. Я надиктовывал непосредственно в GPT-чат. У него здесь эмблемы никакой не было, что он записывает, и он на 60% загружал мою видеокарту. То есть это, в принципе, программа с открытым кодом, и вряд ли туда могут встроить какой-то майнер, да, что через мою видеокарту кто-то там зарабатывает себе криптовалюту, вряд ли, потому что это open source проект, если бы там это было, то кто-то бы нашел и поднял скандал о том, что это происходит, но по моим личным наблюдениям такие моменты были. И я смотрел конкретно, кто загружает Handy. Когда я слышу, что у меня взлетает компьютер, там вентиляторы начинают шуметь, то я смотрю производительность. Это было Handy. Ну вот смотрите, сейчас 37%. Мы что-то делаем с этой программой? Нет, мы ничего с ней не делаем. 37% занято по GPU. Я не понимаю, как это... То есть вот активность 37%. Как? Как может быть 84 и тут 37? Ну, я не понимаю, если честно. Но это же Windows, он должен как-то считать, чтобы в сумме получилось 100%. Вот performance. Я не вижу, чтобы от GPU что-нибудь откусывали. Но здесь от интеловской, да, может быть. 0. GPU 0.
Compute 1. В общем, меня вот этот вот момент волнует, что программа фактически не работает, но висит вот тут вот. Вы помните, как я сказал, что там 60% просто так висело? Здесь сейчас висит 37%. Но как при этом может быть расход very low, а не moderate или very high? Мне это непонятно. То есть если GPU на 40% загружено, то здесь расход батареи должен быть супер высокий, как минимум средний. Точно не очень низкий. То есть, я не знаю, может быть, это ошибка какая-то в статистике, а может быть, там Handy на тихую майнит криптовалюту на моем компьютере и что-то делает такое вот нехорошее. То есть, вот я закрываю, он исчезает. При загрузке вроде бы это не происходит, то есть, пока я не пустил первую голосовую запись. Поэтому, если вот вы спрашивали, какую я все-таки модель использую, никакую. Я отказался от программы, потому что она медленнее, чем то, что я делаю. И особенно, когда я запускаю больше 6, хотя бы 6 агентов, 3 из них в Ubuntu виртуальном внутри Windows, и 3 из них находятся в винде, и каждый из них постоянно вот так вот выполняет какие-то задачи, что-то пишет, что-то обращается куда-то, то Handy начинает работать в разы медленнее, потому что использует ресурсы моего компьютера, которые уже распределены достаточно активно между агентами. И поэтому для меня самый лучший выход — это диктовать через GPT. Давайте еще у Гугла спросим, кто лучше распознал голос. Рейтинг. Чтобы сам GPT себя не оценивал, давайте будем, чтобы Google оценивал. Первое место GP, абсолютный лидер. Второе место HandVL. Хорошо, но застрял на заикании. Я, оказывается, там заикался, окей. Третье место Hand, полный провал, галлюцинации разметчика. Вот вам и вывод полностью совпадает. 2 яички дали свой вывод. И я поделюсь этими результатами с вами. Клауду не даю на исследование этот момент. Мне его ресурсы нужны только на кодинг. Расходуем остальные токены на обычные вопросы. Там у Гугла платного, у GPT платного. Вот. Антропиков, Cloud Code только на кодинг. Это вот ответ на вопрос, какую модель использую. Использую GPT, потому что он абсолютный лидер. Он быстрее это все делает, особенно на длинных текстах. VL, как там эта моделька? Whisper Large на 6 секунд. Это мелочи. 6 секунд это мелочи. Но все равно дольше рендерит. То есть стандартно здесь потери. Этот галлюцинирует, то есть плохо распознает русский язык. Все. У нас есть вывод, лидер, статистика. Создавайте отличные IT-продукты. Смотрите обучающие стримы, записи по созданию IT-продуктов. Повышайте свою IT-насмотренность и создавайте IT-продукты единороги в долларах. Всех благ, обнимаю.